Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на сентябрь 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, буду рассказывать ваш гороскоп по декадам. И если вы смотрите его по Солнцу, тогда скорпионы, которые родились в октябре, это скорпионы первой декады. Скорпионы, которые родились с 1 по 10 ноября, это скорпионы второй декады. И третья декада с 11 ноября и до знака зодиака Стрелец. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов скорпиона делите на 3 части. И если значок вашего асцендента попадает с 1 по 10 градус, это первая декада, с 11 по 20 градус, это вторая декада, из 21 по 30 градус, это третья декада асцендента в Скорпионе. Ну и что, ребят, готовы? Этот месяц у нас будет эмоционально заряженным. Сложным ли он будет? Все будет зависеть от наших эмоций. Насколько мы эмоционально с этим будем справляться, настолько он для нас и будет сложным. Скажу, что и первое, и вторая, и третья декада скорпионов, можно сказать, дорогу осилит идущий, но у каждой декады, ребята, свои истории. Поэтому гороскоп для каждой декады будет разниться. И понимаете, вот если я не говорю про какую-то декаду, какие-то аспекты, значит, либо аспект не доходит, или если я, например, про какую-то говорю больше, это не говорит о том, что я кого-то люблю больше, кого-то меньше, что у кого-то вот какие-то там сложности или нет. Но вообще-то вы прекрасно сами понимаете, что для скорпиона сложность. Мне кажется, на настоящий момент времени все взрослые люди меня смотрят и прекрасно понимают: Жень, ну давай уже начинай, сколько можно, мы уже этот мир, в принципе, поняли, да, давай, когда нам чего это ждать. И если мы говорим про настоящий момент сейчас, то уже даже в конце августа мы чувствуем вот это вот напряжение в любовных отношениях. Не просто так, потому что сейчас Плутон, ваш управитель, находится в оппозиции с Венерой. То есть это такие любовные отношения, которые нас не просто чуточку накаляют, а заставляют такую хватку внутреннюю иметь. Эта история, естественно, немножко провисают финансы. У кого-то немного, а у кого-то много. Да? И здесь история все-таки в какой, то есть в какой теме вы сейчас более сильны. То есть если у вас в отношениях все хорошо, тогда финансы, скорее всего, дают сбой. Если у вас провисают отношения, тогда эта история, ну, вам нужно с этим разбираться. А может быть и так, что у вас финансы провисают на фоне отношений, потому что для скорпионов первой декады вот этот аспект сейчас, который есть, он очень сильно потрясающе важный. То есть здесь нужно научиться выстраивать отношения для того, чтобы финансов было больше. И вы прекрасно понимаете, скорпионы первой декады, о чем я говорю, потому что это вообще, в принципе, большая основная, главная задача у скорпионов первой декады по Солнцу. По Солнцу, понимаете? По асценденту это не глобальная задача по жизни, это просто задача уметь находить решения и договариваться. Вообще это такая скорпиония, партнерская история, да, скорпион это партнерский у нас знак, несмотря на всю силу, казалось бы, которую он может осилить сам, но скорпион это партнерский знак, который в договорах может сделать гораздо больше, и договорные отношения очень сильно важны. И да, скорпионы первой декады сейчас чувствуют такую мощную, очень сильно заряженную историю в отношениях и в финансах, и что-то обязательно вот здесь дает такую историю. Скорпионы второй декады на настоящий момент времени. Здесь у вас, конечно же, история движения вверх, развития мощного, но здесь Лилит идет по Скорпиону второй декады, и здесь, естественно, это Лилит делает соединение с Солнцем к Скорпионам второй декады. И вот такие внутренние страхи, казалось бы, я все могу, но почему-то мне в последние несколько месяцев лета очень страшно. Не могу принять решение. Раньше, не знаю, миллионы мог крутить, да, раньше мог со всеми договариваться, а тут я словно котик, мне страшно. Но все-таки, ребят, хочу сказать, что вот в августе и сейчас еще в сентябре Юпитер идет по второй декаде рака, и здесь такая очень мощная история, если со страхами со своими разобраться,
Здесь, конечно же, движение вперед, движение в масштаб. Но первая неделя сентября. У нас с 1 сентября буквально уже складывается точная квадратура Марса с Юпитером. И здесь есть важный такой момент для скорпионов первой декады — разрушить себе репутацию. Такой очень важный момент. Будьте аккуратны, дорогие скорпионы первой декады. История с репутацией для вас очень важна. Первую неделю сентября будет она на вас сыграть, вторую неделю сентября аспект будет распадаться, но поднимется опять очень важная история в конце сентября, под финал коридора затмений. Марс перейдет в Скорпиона 22 сентября, и будет точная квадратура Марса с Плутоном. Это я так забегаю вперед, да, ребят, что вы понимали, скорпионы первой декады, сколько сил вам нужно сохранить, не растерять себя в течение этого месяца, в период коридор затмений, не распыляться на вот эти эмоции, на эти эмоциональные качели. Понимаете, о чем я говорю? Потому что по большей части коридор затмений — это эмоциональная история нашей жизни. Очень полезная, нужно в этом разобраться. Если мы ее осиливаем, мы, естественно, поднимаем и финансовую, и любовную историю в своей жизни. Да? Это такая очень нормальная история. И да, скорпионы первой декады рассказала, скорпионы второй декады. Здесь, если получится разобраться со страхами, то уже сейчас, с начала сентября, движение, конечно же, вперед. Но здесь, конечно же, у нас с первых чисел сентября начинает складываться Венера. Венера с Плутоном распадается аспект. Венера в квадратуре с Лилит, которая идет по скорпионам второй декады. И вот здесь любовные отношения у скорпионов второй декады начнут трещать по швам, и очень сильно начнут трещать по швам. Уже это будет у нас с третьей недели сентября, с 13 числа, потому что там Венера с Лилит, которые нагнетались вот эти вот страхи, переживания, да, то есть сейчас начинаются вот эти зачатки. Вторая неделя сентября — это будет такая история, реально будут страхи наши нас тормозить, мы будем рыдать, обвинять. Эта история будет такая достаточно сложная, но мы себя накалим. И третья неделя сентября Венера переключится с квадратуры Лилит на квадратуру с Ураном. Это история, когда нам захочется уйти в закат, сказать: так, все, я устал, я ухожу, мне вот это вообще надоело, я вот это все бросаю. И финал коридора затмения 21-22 сентября, скорпионы второй декады, вы либо будете на таком подъеме в нечто новом, креативном движении вперед, да, то есть вы так наметили себе такой новый план, новое движение такое, нечто мощное, либо же все-таки эмоции заставят принимать какие-то такие необъективные решения, о которых в конце месяца придется пожалеть. Поэтому здесь я все-таки говорю, скорпионы второй декады, вот страхи — это, конечно же, ну, наши страхи, но берем блокнотик, вот берем блокнотик, выписываем вот здесь все наши страхи, потому что мир, он не только черный, да, он еще и белый. И если вот мы сюда записываем, да, мы прекрасно вот все свои темные стороны, да, то есть все наши страхи, они у нас становятся белыми, то есть понятными. И мы тогда прекрасно понимаем, с чем мы имеем дело. И когда нас одолевают какие-то наши эмоции, истерики, мы такие: окей, здесь же все понятно, да. И включается тогда потрясающий аспект с Юпитером, который для Скорпиона второй декады. А это то самое, Юпитер же сейчас идет по раку, то есть если это в любовной сфере, то это хочется расширения семьи, это хочется душевных таких теплых отношений, отношений с любовью, доверительных, когда вот душа в душу, да. Если мы говорим про в работе, да, то это масштаб нашей деятельности, потому что Юпитер — это всегда масштаб, да, то есть мы понимаем, что нам нужно. Возможно, здесь командировочные работы, да, возможно, здесь поездки, переезды, здесь расширение даже, может быть, нашей недвижимости, жилплощади в том числе, потому что Юпитер — это всегда про расширение. Когда он идет по раку, это как раз-таки для улучшения качества нашей жизни. Да? Живете ли вы сейчас один, либо вы для своей семьи захотели нового уровня, но помните, Лилит, конечно же, будет говорить: да, мы недостойны, да зачем это нужно? Нужно вообще остановиться и не лезть туда, где все так очень сложно. Ну почему все очень сложно, дорогие? Здесь прекрасный аспект. Если сейчас малодушничать, да, побояться, то
По финалу коридора затмений Лили укатится уже в третью декаду Скорпионов, да, но Юпитер в ноябре уйдет в ретроградное движение с третьей декады Рака, да, и первые три месяца 2026 года Юпитер опять будет во второй декаде Рака, и здесь уже вопрос вот с этими моментами, которые я сейчас рассказывала, он станет уже совершенно другой уровень, да, но если сейчас не смолодушничать, начать уже закладывать все эти истории, да, связывать, то есть не ругаться в этих отношениях, идти на новый уровень, все, что связано с комфортом своего проживания, если здесь потихонечку хотя бы вот так идти в рост развития, в расширение масштаба своей деятельности, да, то будет очень даже хорошо. Потому что Юпитер это всегда про наши социальные рамки, границы того, как мы живем. И да, хочу сказать, что у вас, дорогие скорпионы второй декады, и первую, и вторую, и третью неделю сентября эта история очень сильно важная. И коридор затмений закончится с вашим таким большим осознанием, что-то вы сделали или нет, или же не сделали, да. И здесь эту историю нужно понимать. Сейчас скажете, Скорпионы третьей декады, почему про нас не говорите? Ребята, сейчас. Ну, каждому просто нужно эту мысль рассказать, да. Очень важная история для Скорпионов третьей декады. Это, ребят, знаете что? Это у нас к концу месяца, да, придет Юпитер в третью декаду Рака, да, то есть будет у вас такой вайб, как сейчас модно говорить, движение, расширение вперед, границы своей работы, мощностей, да. И что здесь еще? Здесь еще очень важная история Уран. 6 сентября у нас Уран уходит в ретроградное движение из Близнецов, и он, конечно, начнет по чуть-чуть подходить к третьей декаде Тельцов. Сейчас такие скажут, Скорпион третьей декады. Нет, за что, ребята, это финальная петля Урана в оппозиции к Солнцу Скорпионов третьей декады. Да, ребят, то есть это такая э, фишечка, вот вишенка на торте. То есть мы с этой историей жили, да, уже как бы проходили, проживали, да, Скорпионы третьей декады. И сейчас финальная такая история. 26 апреля 2026 Уран уйдет в Близнецы, больше в Телец не вернется, и к Скорпиону не будет иметь никакого вообще движения на ближайшие, ну, только если нет аспектов к вашим личным домарным картам, понимаете, да, к домарной сетке в ваших натальных транзитных картах. И эта история такая, что не будет таких событий, которые переворачивают все сразу. Поэтому здесь будьте, конечно же, аккуратны с Ураном, пока он еще не действует, не работает. Но здесь с 1 сентября у нас ретроградный Сатурн возвращается как раз-таки в третью декаду Рыб. И значит здесь для Скорпионов третьей декады, еще пока не дошел Уран, здесь начинается у нас история опять, окно возможностей на приобретение, недвижимость, поиска статусной работы, либо на этой работе повышение, новая планка. Здесь история связана с очень хорошим становлением, тоже финальная петля Сатурна, и понимаете, до начала 2025 года с ней нужно разобраться, потому что Сатурн потом уйдет с Рыб и Скорпионом, не будет делать такой потрясающий трин. Понимаете, ребята, о чем я говорю? Ближайшие 2, 7, 8 лет. 8 лет больше не будет такого потрясающего аспекта от Сатурна. Понимаете, насколько очень важно сейчас Скорпионы третьей декады вам в этом сентябре, в октябре, в ноябре как раз-таки почву с недвижимостью, с социальным статусом, с работой, с таким стабильным финансовым потоком себе обеспечить. Понимаете, о чем я? Да, после сентябрьских гороскопов выйдут трехмесячные гороскопы на астрономическую осень, которая будет у нас с 22 сентября по 21 декабря. Естественно, ну, вы знаете, я всегда, это мой стиль, забегать вперед, потому что события не имеют никакого вообще, как лично по мне, отношения, если я буду говорить про вот этот период времени. Мы же когда
понимаем, для чего мы стараемся вот там, мы здесь начинаем прикладывать больше усилий, понимаем, убираем вот эти вот лишние какие-то моменты, которые тратят наше время, да. Время — невосполнимые ресурсы, а хорошо хочется жить сейчас. Поэтому скорпионы третьей декады, не ждите, пока Лилит придет в третью декаду скорпионов. И когда вот эти страхи начнут вас заземлять, тормозить, вы начнете в этом копаться. Не надо так. Вот сделайте вот сейчас, вот с самого начала сентября. И тогда вот коридор затмений пойдет совершенно на таких классных началах. 7 сентября он начинается. Это у нас полнолуние, либо лунное затмение в рыбах. Поэтому-то и есть он эмоциональный. Коридор затмений на убывающем лунном цикле. Если я прямо-таки открываю 7 сентября, то у нас, конечно же, смотрите, полнолуние в рыбах, эмоции очень сильно. На кого будут влиять очень хорошо, сильно эти эмоции? На скорпионов второй декады. Для вас, ребята, такое мощное осознание начнется в этот коридор затмений, но закончите вы его совершенно на других историях, да, скорпионы второй декады. Коридор затмений закончится на очень сильных эмоциях, но при этом они должны быть земные, да, то есть приземленные лично к вашей жизни у скорпионов третьей декады. И если они у вас будут приземленные, потому что коридор затмений заканчивается у нас новолунием, либо солнечным затмением в Деве. То есть если мы рационально думаем, принимаем трезвые, здравые решения, тогда все будет вообще очень сильно хорошо у скорпионов третьей декады. Еще раз говорю, не надо в этот коридор затмений уплывать в какие-то нефтереальности. Нужно трезво оценивать ситуацию, приземляться, сравнивать, как протекает ваша жизнь, что вы уже сделали, что нет. Выписываем сюда вот свои страхи, свои переживания, свою личную смету. Как говорится, скорпион не злопамятный, просто память у него хорошая, и эта память будет на самом-то деле приземлять вас и принимать, ну, то есть те самые решения, которые нужно, да. И да, вторая неделя сентября пройдет на таких аспектах, как Марс в квадратуре с Юпитером будет распадаться, про этот аспект уже говорила, да, но при этом начнет уже к концу второй недели сходиться Марс в квадратуре с Плутоном, очень важная история. Здесь начнет сходиться с 13-14 сентября Венера в квадратуре с Ураном, аспект будет влиять раз-два на третью декаду скорпионов любовные отношения, и на первую декаду скорпионов уже говорила. То есть здесь не нужно принимать резких, необдуманных действий. Если они будут резкие, но обдуманные, то есть вы будете прекрасно подкреплены договором, у вас все будет написано четко, и вы будете понимать, что от расторжения этих сделок у вас будут только бонусы. Вот эта история очень хорошая для скорпионов первой декады. Эту историю нужно прямо-таки очень хорошо понимать. Скорпионы третьей декады, будьте аккуратны в любви, в отношениях, не уходите в закат, не рушьте все. Вам, наоборот, для вас нужно принимать креативные, нестандартные движения, подходы, но все для движения вперед. Помните про недвижимость, про стабильность, про новый уровень, про подъем. Здесь Сатурн вам только в плюс. И поверьте, эти тяжелые эмоции вы можете брать. И что еще? У нас 21-22 сентября заканчивается коридор затмений. Две даты, потому что в зависимости от того, в каком полушарии вы живете, дорогие, да. И очень важная история будет для скорпионов первой декады. Здесь Марс, Плутон — это аспект силы. Помните, я говорила уже в видео, да. Эта история очень сильно будет вас заставлять подниматься наверх, не разрушать, ребят. Ни в коем случае в этих эмоциях не варимся. Скорпионы третьей декады, понимайте, что очень хорошо на вас должна влиять история финала коридора затмений. Вы как минимум должны принять решение в сторону стабильности, наметить себе такой большой жирный план, не утопать в иллюзиях Нептуна, потому что здесь еще 3 Нептуна. Хорошая история для реализации творческих проектов, новых проектов, более масштабных, глобальных, международных в том числе. Здесь уже и Юпитер перешел в третью декаду рака, и Лилит точно так же переходит на финальную неделю
сентября, в третью декаду Скорпиона. И здесь такое большое, знаете, мощное комбо, можно сказать, что потрясет еще несколько дней, да, у нас там еще и осеннее равноденствие 22 сентября, но до 25 сентября будет послевкусие коридора затмения. А так хочу сказать, что потом уходит вот такая, можно сказать, напряженка, да. Ну, кроме как подкатывается Уран ретроградный в третью декаду Тельца к третьей декаде Скорпиона, да, будет делать оппозицию. В целом хочу сказать, дорогие мои все скорпионы первой, второй, третьей декады, кто смотрит меня давно, знает, что у нас с 22 июля по конец 2025 года на небе большая такая мощная конфигурация для заработка денег. Финансовый гороскоп для Скорпиона уже вышел. По Солнцу финансовые дома у вас в Скорпионе, либо асцендент у вас в Скорпионе, я эту историю уже рассказала, да. В конце видео обязательно этот ролик прикреплю. Большая мощная конфигурация из высших планет для заработка больших денег. И если мы не малодушничаем, если мы не распыляемся на эмоции, берем планки, которые нам нужны, мы понимаем, что мы прямо-таки хотим жить жизнь гораздо лучше, то эта история идет в гору. И если мы утопаем в своих эмоциях, мы теряем свои возможности, мы распыляемся, не получаем того, что мы хотим, злимся на весь свет, топим себя в своих же страхах, убираем эту историю Скорпионы на третьей декады, убираем все свои страхи, с ними договариваемся, перемалываем их, идем вперед, строим себя. Эта история очень должна хорошо ложиться у скорпионов третьей декады. Скорпионы второй декады. Коридор затмений для вас очень важен, и с него начинаются как раз-таки вопросики кармических узлов. Кто вы, про что вы, куда вы идете, идете ли вы в свое развитие. И если вы сейчас начинаете свой путь осенью, тогда уже зимой вы будете жить по-другому. Если вы сейчас только начинаете задавать себе вопросы и обдумывать свои страхи, переживания, да, то есть растягиваете это, тогда ваша история начинается со следующего коридора затмений, который будет, там уже будут финал и другие вообще плюшки, потому что весна 2026 года, она, ну, гораздо неприятнее, чем осень и зима 2025-2026. Это я вам серьезно говорю. То есть таких благоприятных аспектов на движении не будет. То есть там нам придется брать еще другие планки, и финансовых возможностей столько не будет. Ну, это взаправду, да. Поэтому здесь идем вперед. И Юпитер в потрясающем аспекте, да, Скорпиону второй декаде к вам. Всего лишь нужно разобраться со страхами. Скорпионы первой декады. С вами, конечно, еще работает аспект с Плутоном. Это квадратура. Сказать, что как-то будет очень сложно, если вы сейчас не возьмете эту планку, которая идет к развитию мощно. Ну, ребят, я не хочу пугать, просто упущенные возможности, да, деньгами не наверстать. Это правда, да. Здесь просто у нас с июля 2026 года Юпитер переходит в первую декаду Львов и будет делать просто квадратуру к Солнцу Скорпиону первой декады. А это, знаете, когда мы понимаем, что вот раньше же была возможность вот все сделать, да, а мы смолодушничали, мы побоялись, и там Юпитер уже наши собственные противоречия будут нас заставлять на других амбициях, эмоциях идти. Там кармические узлы меняют знак и ось в июле 2026 года, переходит в Водолей и Льва, и здесь уже к Скорпионам такие кардинальные, вообще к Скорпионам и первой, второй, третьей декады будут совершенно кардинальные другие вопросы, не на таких мягких аспектах, ситуации будут посложнее. Поэтому сейчас, если вам кажется, что вам сейчас сложно, нет, ребята, это просто вас жизнь поднимает на новый уровень, и поверьте, вы можете больше, скорпионы, первой декады в финансовой истории, если она у вас провисает, а я уверена, она у вас провисает, от этого рушатся у вас личные любовные отношения. То есть, если вы сами не развиваетесь, давайте с этой историей не утопайте вот в этих каких-то... Просто делайте, просто прикладывайте силы. И еще больше возможностей будут, они придут еще. И вы по итогу этого года скажете, вот это я вот вообще просто классно, вот это я вообще просто молодец. Мужчина вы или женщина. Поверьте, я и с мужчинами, и женщинами Скорпиона первой декады работаю, и я прекрасно понимаю, о каких суммах сейчас идет речь, какие сейчас окна возможностей, и вы справитесь. То есть это не для того, чтобы разрушить, напугать. Даже если идет разрушение, это для того, чтобы построить нечто большее, понимаете? Говорю прям реально, и мурашки у меня идут, потому что это то, на что вы способны. Здесь только нужно в сентябре не растечься, понимаете, я о чем говорю? Не поддавайтесь этим эмоциям, скорпионы первой, второй и третьей декады. У каждого свои вопросики, но они к росту.
Ребята, вот такой для вас гороскоп. Я в вас верю. Скорпионы — знак, который всегда вот у меня идет вперед и побеждает, и говорит: да, все так, идем вперед. Понимаете, что если там у нас за горизонтом есть то, к чему мы идем, и мы реально справляемся. Ну что, как говорится, зарядила. По классике в конце актуальные ролики. Если есть вопросики, оставляйте с датой, временем, место рождения и ваш вопрос. Я в режиме свободного времени на них отвечу. Ну, я желаю вам потрясающего сентября, 10 плюс ваших возможностей. И увидимся в следующем ролике. Пока-пока.